Обращаю ваше внимание, о чем идет речь, собственно говоря. Мы говорим о политологии, о политическом устройстве, о государстве, о политических институтах. Все это важно. Но в самой политологии, уверяю вас, есть рассмотрение такого вопроса, как анархия, анархизм. Без этого вопроса политология будет беднее. Осмысление политической жизни в обществе будет беднее. Анархизм – глобальная доктрина, мировая доктрина. Основатель анархизма Жан-Жак Прудон. Прудон – социалист, революционер. Он был в то время, когда жил Маркс, когда в Европе были революции. Революция 1848 года во Франции. Вторая французская революция 1871 года. В то время был Прудон. И Прудон сказал: собственность есть кража. Если ты имеешь что-то, ты вор, ты украл у человека. Вообще любая собственность есть кража. Понимаете, как глобально было сказано? Поэтому анархизм является такой мощной политической доктриной. Представители анархического движения, движения анархистов, они существуют практически в каждой стране. И в нашей стране анархизм занимал большое место. И во всех странах мира он существует. Поэтому это некая такая альтернатива вообще всей теории политики. Знаете, всему взгляду на государство. Это важно рассмотреть. Я знаком сам лично с сочинениями анархистов, русских анархистов. Наши русские анархисты — это Михаил Бакунин, Петр Кропоткин. Вот в Москве, метро Кропоткинское. Крупнейший анархист, теоретик революционного движения. Да даже есть метро Бакунинское, собственно говоря. Это в честь Михаила Бакунина. Петр Лавров, Ткачев. Крупнейшие философы, мыслители, политологи своего времени. Давайте рассмотрим эту тему по презентации. Ну, смотрите. Анархизм. Политическая теория, цель которой установление анархии. Где? Во всем мире. То есть анархизм говорит так. Развитие человеческого общества должно прийти к безгосударственной форме жизни. Что такое государство? Государство оказалось исторически неудачным, как форма правления. Всегда война, всегда насилие, всегда кровь. Само государство порождает насилие, порождает войну. Поэтому должны быть какие-то формы власти безгосударственные. Анархическая форма власти. Анархизм отсюда переводится как безвластие. Создание общества, в котором будет свободное сотрудничество индивидуумов. Где не будет ни контроля, ни доминирования, ни политических институтов, ни властных отношений. А что будет? Давайте самую суть, вот идеи анархизма схватим. Смотрите. Если нет государства, все границы разрушаются, все институты государственной власти упраздняются, денежная система упраздняется, говорят анархисты. Что будет? Что будет? Как общество будет функционировать? А общество будет функционировать, согласно теории анархистов, на основе договоров. В чем проблема? Проблема в том, что эксплуатация человека человеком заложена в самой сути государства. Государство есть институт эксплуатации. Хотим мы того или нет, государство нас эксплуатирует. И мы, как члены государственного организма, эксплуатируем друг друга. То есть порочный круг эксплуатации надо разорвать. И создать систему отношений, когда человек с человеком будет договариваться напрямую.
без всяких институтов. Вот вы ученики, я преподаватель. Мы с вами заключаем устный или письменный договор, и эти договора будут определять нашу жизнь. Поэтому главный девиз анархизма – анархия, мать порядка. Да, действительно порядок, считали анархисты. При государственной форме правления порядка нет. Там всегда преступность, воровство, насилие, грабеж, диктат власти, сопротивление власти. А почему при анархии порядок? Социальный порядок, в первую очередь, будет при анархии. А потому что общество будет поделено на территориальные самоуправляемые общины. А общину не обманешь. Вот территория небольшая. Вот жители нашего района. Вот мы знаем, что здесь происходит. Как нам устроить свою жизнь. На наших началах мы устраиваем. Мы друг друга знаем. Мы не допустим внутри себя воровства, предательства и прочего-прочего. У нас будет круговая порука. Каждый за каждого будет нести ответственность. И в этом смысле теория анархизма имела громадное влияние на революционное движение во всем мире. Понимаете? Человек, измученный государством, подавленной деспотией государства, он протестует. Его жизнь, его свобода должна принадлежать только ему. Он непримирим с диктатом государства. Он хочет свободно развиваться и хочет создать общество таких же свободных людей, где вот эта эксплуатация, вот это насилие, деспотизм, тюрьмы, каторги, все будет ликвидировано. Понимаете? Поэтому анархизм имеет, еще раз повторю, такое громадное значение. Но смотрите, основные принципы анархизма. Без власти. Свобода от принуждения, свобода ассоциаций. Мы свободно организовываем кооператив, союз, товарищество. Братская взаимопомощь в основе нашей деятельности лежит. Солидарность между людьми. Высокая степень осознания, свободы. Далее. Вот Петр Кропоткин. Петр Алексеевич Кропоткин, крупнейший анархист, крупнейший. Написал кучу книг по анархизму. Признан во всем мире. Был историком, и географом, и литератором. Вот основатель анархизма во Франции, Пьер Жозеф Прудон. Французский социолог, экономист, один из основоположников мирового анархизма. Вот Бакунин. Бакунин, он не только теоретик анархизма, он и практик анархизма. Бакунин – это русский революционер, но революционер-анархист. Его сослали в Сибирь, ему дали 20 лет каторги. 20 лет. Он сбежал из Сибири прямо в Европу, участвовал в Европейской революции 1848 года и в других революциях. Крупнейший философ современности. Эмма Гольдман, Красная Эмма. Но это представитель террористического звена анархизма. Да. Надо сказать, что, конечно, среди анархистов было много террористов. Они же были антигосударственными. Они считали, что террор есть средство борьбы против власти, собственно говоря. Буэнавентура – это итальянский анархист. Лев Николаевич Толстой, тоже представитель анархизма, собственно говоря.
Да. У Толстого существовало отрицание государства, государственной власти. Ну, давайте скажем пару слов по политическим, собственно говоря, взглядам Льва Толстого, потому что Лев Толстой все-таки знаковая фигура для нашей культуры. И те, кто учился в школе, им, конечно, всей правды о Льве Толстом не говорили, чтобы, знаете, не смущать сознание школьников. Вот, и многие не знают, чем, собственно, прославился Лев Толстой в области философской и политической мысли. Но смотрите, Лев Толстой один единственный человек во всем мире, которому в голову пришла сверхидея, сверх. Такая идея не приходила никогда никому. Ему пришла идея мессианизма. Лев Толстой сказал так, что все религиозные деятели и основатели мировых религий и государств, которые были на планете Земля, они не знали всей истины. Был Будда, был Моисей, был Конфуций, был Христос, был пророк Мухаммед, все реформаторы. Они не знали, как устроить социальную жизнь, говорит Лев Толстой. И он фактически себя мыслил, о себе мыслил, как о спасителе человечества. Он сказал так: я дам новую религию человечеству. Толстовство – это попытка создания новой религии. Социальной религии, народной религии. Понимаете? То есть Лев Толстой, он взял, например, и переписал Новый Завет. Никому в голову не приходило переписать Новый Завет. Ну вот представьте, христианский мир, 2000-летний христианский мир, все жили по новозаветному принципу. Новозаветное сознание было у людей. Понимаете? И вдруг объявляется Лев Толстой и говорит так: вот Евангелия, которые были, они неверны, надо создать новые Евангелия. И он взял и переписал Новый Завет. И есть 4 Евангелия от Льва Толстого. За это, конечно, его отлучили от Русской Православной Церкви и объявили, так сказать, врагом русского народа и русской церкви. Образ Льва Толстого двоится. С одной стороны, это великий русский писатель, в мире признанный. С другой стороны, это предатель. Это предатель русской национальной идеи. Это предатель русского православия, русской государственности. Ленин потом напишет статью, которая будет называться «Лев Толстой как зеркало русской революции», где он прямо скажет, что Лев Толстой много сделал для русской смуты, для русской революции. Почему? А он подорвал народную веру, народное сознание. Понимаете? В этом его был духовный провал. Он не понял глубин православия и глубин самодержавной власти. Он выступил против церкви и против государства. Он антицерковник и антигосударственник. Он хотел создать свою религию, провозгласил себя новым религиозным реформатором. До такого, конечно, не поднимался еще никто в его время. Ему много раз предлагали покаяться, отказаться от своих взглядов, вот, но он стоял, упорствовал на своем. Ну, например, он создал общество толстовцев, такое создалось вокруг Льва Толстого. Оно существует и до сих пор. Вот. Но некоторые из этого общества, они, собственно говоря,
доводили все до крайности. Ну, например, Лев Толстой такую концепцию разрабатывал, концепцию опрощения. Он сказал, надо опрощаться, быть бедными, раздать все богатство, как Христос призывал к бедности, отдать все нищим. И даже он хотел все свое имение и всю свою собственность отдать крестьянам, а сам быть простым учителем, сельским. Но его жена написала на него заявление генерал-губернатору, чтобы его взяли под опеку. Потому что у них было 12 детей, там 8 выжили или 9. Вот. Многодетная семья. То есть он хотел полностью все деньги отдать. Вот такой радикальный был мыслитель. Появилось общество толстовцев. Вот самые радикальные среди них это была секта галлистов. Галлисты. Знаете, вот они раздевались догола, опростились вообще, полностью опростились. И ходили по Москве и по Петербургу голыми. Ну, их полиция отлавливала и наказывали таким образом. Вот. То есть Лев Толстой внес большую смуту в развитие русского государства и подрывал государство изнутри. Это надо знать. Судьба его трагична. В конце жизни он сошел с ума и ушел из Ясной Поляны. Ушел, переоделся в мужика и ушел путешествовать, бродить по России. Но куда он шел? Вот мало кто об этом знает. Лев Толстой, когда в 1910 году вышел из Ясной Поляны, он пошел в Оптину пустыню. Он хотел покаяться. Он 3 суток стоял у ворот Оптиной пустыни. Но он был отлученным от церкви. И ему нельзя даже было на паперти стоять. То есть, если он появлялся в церкви, сразу видели, что это Лев Толстой, церковь закрывали. Его туда не пускали. Понимаете? Вот. Лев Толстой похоронен в Ясной Поляне не на кладбище, а вот под деревом. Потому что его нельзя хоронить с людьми, которые преданы были Русской Православной Церкви. То есть со всеми вместе его хоронить было нельзя. Понимаете? Это считался враг церкви, враг русского самодержавия и враг русского народа, если уж так рассуждать. Таково было мнение. Все митрополиты, все епископы, все как один высказались за отлучение Льва Толстого от церкви. Все. Был опрос произведен. Соборным сознанием русские духовные люди высказались против Льва Толстого. Понимаете? Там принимается в церкви все решение соборным сознанием. Так вот, ну еще пару слов буквально о Льве Толстом. Вот он 3 суток стоит у ворот монастыря. Пришел к одному из подвижников, старцев, хотел раскаяться. Но старец был на молитве там, в бару, его не могли найти. Вот. И Лев Толстой ушел и умер на станции Осташкова. Когда старец узнал, что приходил Лев Толстой, старец пошел за ним, дошел до станции Осташкова, а там уже находился его сподвижник Льва Толстого, Чертков, журналист. И вот старец хотел войти к Льву Толстому, чтобы тот покаялся. Понимаете, важно, как жил человек, но еще важнее, как человек умер, как он умирает, понимаете? Что он перед смертью делает. Это очень важно. Ведь душа человеческая, она же в вечности существует. А Чертков сказал, Лев Толстой не хочет вас видеть. Там 3 монаха пришли, и в результате Лев Толстой умер без покаяния. Ну, таким образом. Будем знать, что образ Льва Толстого, с одной стороны, это образ великого художника, с другой стороны, он русскую культуру, русский дух, русское православие не понял.
Не понял. У него был протестантский уклон. Понимаете? Он был религиозным реформатором, народником, анархистом, антигосударственником. Это важно. Далее. Вот деятель анархизма практически Нестор Иванович Махно. Лидер крестьянской революции. У него армия была более 50 тысяч. Но это уже практика анархизма. Его судьба тоже трагична. Его убили в Париже в 30-е годы. Ну, а современные анархисты. Да, в нашей стране тоже существует партия анархистов. Было в начале 90-х годов так называемое анархосиндикалистское движение. Анархосиндикализм. Это движение пошло с педагогического факультета, исторического факультета педвуза имени Ленина. Там молодые студенты, историки, вот они организовали движение анархистов. И Ленинградский университет того времени тоже центр движения анархистов, собственно говоря. Вот, издавались газеты. И 80-е годы они уже были. Ну вот еще один анархист современный. Рауш. Такая форма у них существует. Ну вот знак анархистов, символы. Существует Международная ассоциация анархистов. То есть анархизм существует по всему миру. Вот анархистский черный крест. Вот так он выглядит. То есть это сжатый кулак. Революционный смысл. Да. Ну вот черная кошка. Анархисты повлияли значительно на развитие политической системы в мире. На либерализм в том числе оказали громадное влияние. Ну вот флаги анархистов. Анархофеминизм. Такое есть движение. Вот. Да. Вот еще символ анархистов. Черная роза. Эмблема свободы. Ну вот такие вот символы. Ну хорошо. Будем знать, что существует мощное анархическое движение. Оно не умерло. Оно существует до сих пор. Представляет громадную политическую силу. Вот, анархические партии существуют, партия анархистов. Вот, по всему миру, в нашей стране в том числе. Но их идеи, конечно, носят утопический характер. Знаете, все-таки безгосударственная форма жизни, вот, она невозможна. Гегель говорил так: государство будет тогда существовать, пока будет существовать человечество. Если государство исчезнет, человечество начнет вымирать. Такова мысль Гегеля. Вот. Но, видите, есть и другой взгляд, антигосударственный. Антигосударственный.